Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня приглашаю вас разобрать свои находки, все, что удалось найти на свалках, винтажных каких-то лавках. В общем, все, что мне досталось, стоит совершенно недорого. И первую свою находку хочу вам показать вот таким образом. Это совершенно необычная находка. Это чемодан. На видео кажется, это большой. На самом деле он просто малюсенький. Посмотрите, здесь, ну, буквально, может быть, 15 сантиметров на 20. Очень такой миленький, миниатюрный и выполнен вручную. Это вот есть надпись Handmade Канада. Ручная работа Канада. Достался он мне в очень плохом состоянии. Ну, все, что удалось отмыть, я отмыла. Смазала его мебельным лаком, маслом мебельным, так, чтобы не иссохлась вот эта сама часть, потому что я думаю, что он очень старый. По поводу возраста сказать не могу. Кто знает и информацию, у кого есть, девчонки мои дорогие, напишите, пожалуйста. Много подсказок вы делаете, за эти подсказки я вас очень благодарю. Ну и содержимое этого чемоданчика тоже меня порадовало. Я скажу сразу, открыла, как только нашла, и это выглядело вот так буквально. Вот. И, в общем-то, закрыла, не стала рассматривать, вытащила, помыла чемоданчик и обратно в этом же состоянии положила. Да, мои дорогие, сегодня вас ждет также очередной мешочек, пакетик, так что видео до конца досмотрите. Надеюсь, что сегодняшние находки в этом мешке тоже порадуют. Вот увидела нечто такое, что меня заинтересовало. Ну, в общем-то, остальное не знаю. Думаю, что и ерунды много. Так, в этом чемодане находились украшения колье. Ну, вот я думаю, что это что-то современное. Возможно, даже китайское. Ну, как говорится, по цвету подходит вполне. Здесь вот колье, которые у меня тоже есть. На них я не буду долго останавливаться. Подобных колье у меня в коллекции много. И, конечно, это как дополнение к этим коллекциям, эти украшения тоже пойдут. Здесь вот это колье с багетными кристаллами. Есть потемневший кристалл, пожелтевший. Менять я не буду, оставлю как есть, просто в коллекцию это украшение пойдет. И следующее колье, которое меня просто поразило. Это колье тоже из этой же серии украшений, да. И здесь есть маркировка Крамер. Меня это прям просто подкинуло от удовольствия. И, конечно же, качество украшений Крамер всем известно. Это украшения, которые имеют винтажный возраст. И посмотрите, как невероятно сверкают кристаллы. Зачем нужны бриллианты, когда есть такая красота? Несмотря на свой возраст, украшения в отличном состоянии. Уверена, что это украшение надевали редко, по праздникам. И, конечно, вот берегли, хранили. И поэтому в таком состоянии это украшение от Крамер мне досталось. И вы, я думаю, тоже удовольствие получаете от просмотра подобных украшений. Так, чемоданчик опустел. И давайте приступим к мешочку. Мешок этот мне достался за $3. Но, как я уже сказала, несколько украшений, которые меня заинтересовали, тут я нашла. Но, как я уже сказала, наверное, ерунды тоже всякой много. Кстати, с каждым разом все труднее и труднее находить какие-то уникальные вещицы вот на той свалке, где я, как говорится, ищу клады. Меньше мешочков, возможно, просто их сейчас как бы больше разбирают, интерес, как больше, может быть, конкуренция какая-то возросла. Но все труднее найти интересные вещицы, но все-таки я не теряю оптимизма и надежду найти что-то интересное, так, чтобы коллекцию свою пополнить. Кто не смотрел мои коллекции украшений, посмотрите. Показываю винтажную комнату, показываю, как я храню свои украшения. Вот стоимость $3, 2,98. И, ой, что-то никак. И коллекция большая, и как бы стараюсь сейчас вот со скрипом, но пополняю свою коллекцию украшений. Так, ну давайте вот начну вот с этого предмета.
Это наперсток. Ну, это подарочные наперсточки, такие тоже часто встречаются. Alb SA, я не знаю, что такое. Это что-то подарочный какой-то наперсток. Свитзерленд. Я думаю, что это название какого-то города. Так, сейчас поближе покажу. Ну, интересный. Здесь, по-моему, деколь с дорисовкой. И он как керамический, то есть стеклянный. Такая интересная вещица. У меня тоже, по-моему, парочка есть таких вот. Предметиков, да, для коллекции тоже пусть туда пойдет. Так, ну и давайте приступим. Что тут? Вот вижу сразу, что что-то, наверное, разочарование сегодня меня ожидает. Как-то сразу первый мешок меня прям не вдохновил. Я не люблю вот подобного плана украшения. Здесь вот глаз, защитный типа амулет, натуральная кожа, конечно. Ну вот такое украшение, такое себе. Следующий браслетик. Рисунок и покрыт люцитом. И следующее это вот что-то такое, тоже на ремешке, джинсовое. Ну, в общем, думаю, что вот это вот современное, на этом не буду останавливаться. Так, следующее это вот такое колье. Тоже думаю, что возможно 90-е, что-то вот такое вот. Пластиковая цепь. Вот такое. Тоже не радует меня. Не радует. Так, мешочки оставлю напоследок. Здесь что? Мешок вот этот вот, он тяжелый. Как его открыть? Давайте откроем. Что тут? Так, а здесь вот просто цепь. Здесь, кстати, вот такая какая-то необычная цепочка. Вот эта цепочка, по-моему, ерунда. Но вот эта вот какая-то интересная, необычная. Но, в общем-то, в этот же мешочек все и пойдет. Так, знаю, что оставлю на шедевр. А сейчас вот такой вот мешочек. Что это? Браслет с гранатовым стеклом. У меня тоже похожий есть. Но у меня серебряный браслетик. А это, по-моему, не серебро. Видите, по тертости тут тоже какие-то есть. Так. Вот так обратная сторона выглядит. Маркировки нет. Сережа пришел. Привет, привет, привет. Чего, тоже пришел помогать? Ты помощник, да, Сереж? Ну, вот такой вот великолепный браслетик. Очень красивые мелкие кристаллики. Так, и по размеру. Да, и по размеру мне хорошо. Так вот на руке выглядит. Красивые кристаллы, очень хорошо сверкают. Такой вот камера хорошо цвет передает. Такой гранатовый цвет. Очень красивый. Браслетик супер. Носить буду. Так, идем дальше. Следующий мешочек. Тоже какие-то мелкие тут предметики. Так, а здесь вот оно что. Так, ну давайте буду по очереди из этой кучи брать. Вот такие серьги. Очень оригинальные, кстати, на серебряные похожи. Но, по-моему, маркировки нет. Сказала, маркировки нет. А тут маркировка есть. Да, посмотрите, вот тут вот 925 проба. Сейчас минутку. Поближе приближу вам, покажу. Вот есть маркировка. 925.
Оба серебряные, такие оригинальные, нежные, кстати. Сережечки такие. Необычной формы. Что бы это значило, да? Что это значит? Какая-то подвесочка на шариках. В общем, что-то такое. Так, следующее. Это вот я знаю, что это. Это серьги-паучки на Хэллоуин. Такие мелкие, красненькие, миленькие. Мне кажется, на детские больше похожи. Может быть, подарю я вот эти вот сережки. Сережки. Серый слышит имя свое и думает, что я его зову. Опять пришел. Да, я не тебя зову. Так, вот здесь такие гвоздики, ну, патина есть. На разные ушки, кстати, гвоздики. Такие интересненькие. По-моему, кристаллики все на месте. Да, вполне себе носибельные. Классные. Так, и следующий пин. Вот такая птичка. Я, кстати, показывала в одном из видео шкатулку, и на шкатулке, в общем, шкатулка в религиозной тематике, на шкатулке вот такой голубь сидит. И я сказала, что это голубь мира. Одна из зрительниц написала: не надо выдумывать. Так, сейчас скажу, это Эйвон. Никакой это не голубь мира, это простой голубь. На самом деле это еще во времена Иисуса, да, голубя отправили, вернее, послание голубя как посланник мира. И вот с тех времен считается, что голубь — это посланник мира. Так, как пин снимается. Вот. Ну, очень такой. А птичка такая тяжелая и очень интересная. Пин очень интересный. И она такая объемная. Но компания Avon не занималась производством украшений. И крылья как четко проработаны. Заказывала и заказывает свои украшения у различных известных компаний, у известных дизайнеров. Поэтому многие винтажные, особенно украшения, они выполнены именно либо известными компаниями, ну, иногда подписывают там, может быть, что-то для Avon. Иногда так подписывают. Но птичка просто изумительная. И она такая тяжелая, брошировка очень красивая у самой птички. Перышки, глазки. Странная, да, такая мелкая. В общем, птичка мне это очень понравилась. Она такая тяжеловатая, несмотря на то, что она мелкая. Так, ну и последний мешочек когда-то стоил $2. Собственно, то, из-за чего я этот мешочек схватила, это вот такие вещицы. Это две брошечки. Так, ну, первая брошь, эту я оставлю, знаю, что я ее оставлю на шедевр. Первая брошь тоже вполне может быть, посмотрите, с амальгамой, вернее, кабошон. Очень красивый зеленый цвет, обрамление. И, кстати, вот тут как бы это розы по бокам, вернее, вот это по краям это розы. Меня, знаете, что смущает? Что вот именно вот это вот, где застежка плечики есть, отверстие вот тут. Возможно, это предусмотрено как кулон можно носить, потому что смотрите, как это все выполнено. То есть вот это как бы где должна быть роза, здесь вот отверстие. В самих розах нет этого отверстия. Возможно, как кулон предположительно носить. Так, ну вот это старая брошь. Думаю, что это 50-е, 60-е. О чем говорится, застежка. Нет, тут немножко погнутая игла. Так, и застегивается. Так. Все работает в рабочем состоянии, но игла немножко погнутая. Видите, ну, думаю, труда не составит ее на место поставить.
Но брошь великолепная. И предположительно это брошь-кулон. Как вы считаете, права я или нет? Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Мое предположение имеет основание быть или я ошибаюсь. Так, ну и шедевр. Вот то, что я увидела в этом дешевом мешочке. Это вот такая брошь без маркировки. Но она просто чудесная. Сейчас проверим застежку. Так, не в ту сторону. Через камеру не видно. Так, все застегивается. Но брошь просто изумительная. Какое броширование, чертополох часто встречается, да, и у Сары Кавентри тоже есть такая тема, у меня небольшая коллекция, тоже есть чертополохов. И вот это вот очень уж похоже на что-то такое стоящее. Кристаллики на месте, и вы знаете, такого нежно-розового оттенка, очень красивые кристаллы. Брошь, мне кажется, достойная быть шедевром сегодняшнего видео, пойдет в мою коллекцию. Жду ваших впечатлений. Возможно, есть у вас какая-то информация по тем украшениям, которые я вам сегодня показала. Жду ваши впечатления после вот этого просмотра этого чемоданчика. Напишите, пожалуйста, если, возможно, вам что-то известно относительно этого чемодана. Я тоже с благодарностью отнесусь к вашим дополнениям. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.